Приветствую, друзья мои! Сегодня мы отвлечемся от темы рыбалки и приготовим с вами такое чудесное и вкусное мясо куском с молодой картошкой. Для этого нам понадобится кусок мяса, у меня свинина, лук репчатый, молодой хорошо вымытый картофель, перец душистый, перец черный молотый, растительное масло, соль, ну и конечно же печь с казаном. Первым делом растопляем нашу печь и прогреваем казан. Выливаем примерно пол-бутылки масла в чуть подогретый казан. Берем маленькую луковицу, которая будет служить нам как индикатор нагрева масла, и кладем в казан. Пока нагревается масло, режем наше мясо на два одинаковых куска. Как только луковица в казане зашкварчит, значит масло готово. Удаляем луковицу и укладываем наши оба куска мяса в раскаленное масло. Выжариваем 5 минут с одной стороны. Пока обжаривается мясо, добавляем соль по вкусу, но главное не пересолить. По истечению 5 минут переворачиваем мясо и обжариваем другую сторону также 5 минут. Как только обжарится вторая сторона, опять переворачиваем мясо и жарим еще 5 минут в каждую сторону до хрустящей корочки. Добавляем молодой перец с одной стороны и с другой, присаливая в процессе жарки. Как только мясо обжарится, еще по 5 минут с обеих сторон удаляем из нашего казана подготовленную для этого емкость. В это же масло добавляем молодой картофель и жарим, помешивая, 10 минут. Добавляем в конце обжарки немного соли и удаляем картофель из казана.
В раскаленное масло возвращаем наше обжаренное мясо. Добавляем нарезанный лук. Слегка присаливаем и насыпаем несколько горошин душистого перца. После выкладываем сверху наш картофель. Присыпаем еще немного черным молотым перцем. Выливаем 2 кружки обычной теплой воды. Накрываем крышкой. Убавляем огонь в печи на минимум и забываем на 50 минут. По истечении указанного времени открываем крышку казана, добавляем петрушку, кинзу и укроп. Блюдо снова закрываем крышкой и ждем еще 10 минут. После снимаем казан с печи и выкладываем наше блюдо на подготовленную тарелку, устланную листьями салата. Несмотря на большое количество масла, мясо и картофель получаются совсем не жирными. Благодаря обжарке куска на большом огне, мясо внутри получается очень сочным и прожаренным. Сверху посыпаем остатками петрушки или любой зеленью по вкусу и ставим на стол. Приятного аппетита!